Наконец, они добрались до частного автомобиля, ожидавшего их у самолета. Водитель нервно оглянулся. «Вы готовы?» Тэхён кивнул, не отрывая глаз от теней позади них. «Езжайте и ни перед кем не останавливайтесь». Когда машина тронулась с места, Чингук вцепился руками в край сиденья. «Тэхён, это безумие. Фанаты, СМИ, кто-то следит за нами. Что происходит?» Тэхён наконец выдохнул, в его голосе смешались разочарование и решимость. «Чингук, дело не в фанатах и не в СМИ. Это важнее всего остального. К тому времени, как мы доберемся до Дубая, все изменится, и ARMY они и половины не узнают». Снаружи терминал продолжал гудеть от смятения и паники. Вспышки телефонов, щелчки фотоаппаратов, взрывы социальных сетей. Но внутри машины мир сузился до 2 человек, Тэхёна и Чингука, мчащихся наперегонки со временем, осознавая, что кто-то в тени следит за каждым их движением. Кто-то, кто мог перевернуть их жизнь с ног на голову. И когда машина скрылась из виду, фигура в черном наблюдала издалека, с телефоном в руке, с улыбкой, играющей в уголках губ. Так все начинается. Солнце садилось над Дубаем, отбрасывая длинные золотые полосы на взлетно-посадочную полосу частных самолетов. Тэхён и Чингук сошли с машины, их лица были спокойны, но в глазах читалось напряжение. Каждая вспышка фотоаппарата, каждый шепот съемочной группы ставили их на место. Аэропорт в Дубае был незнакомым, в терминале эхом разносились иностранные голоса. Но это был не туристический визит. Это было спланированное, срочное прибытие. Им нужно было быть осторожными. Слишком много глаз, слишком много вопросов. В Сеуле ARMY пришли в восторг. Видео их побега из Инчхона мгновенно стали вирусными. Решетка Тайка Акпанич Бифори Дубай. Их передвижения были подозрительными. Что они скрывают? Уведомления облетели весь мир. Каждый фанат, каждый журналист пытался собрать воедино эту головоломку. Но реальность оказалась гораздо опаснее, чем кто-либо предполагал. Внутри терминала в Дубае Тэхён прошептал Чингуку: «Держись поближе». Глаза повсюду. Тот человек из Инчхона тоже может быть здесь. У Чингука перехватило дыхание. «Ты имеешь в виду, что они следили за нами всю дорогу?» Тэхён не ответил. Его рука инстинктивно сжала руку Чингука. «Просто доверься мне. Никто не должен знать, что мы вместе. Пока нет». Пара быстро прошла через VIP-проход, избегая основной толпы. Но как только им показалось, что они в безопасности, едва заметное движение привлекло внимание Тэхёна. Вспышка черного цвета, почти незаметная среди сотрудников аэропорта. «Там», — пробормотал он. Чингук проследил за его взглядом. Фигура в темной толстовке с поднятым телефоном, снимающая каждый шаг. Руки Чингука слегка дрожали. Это они из Инчхона. «Как? Почему?» «Планы меняются», — ответил Тэхён, сжав челюсти. «И если им это удастся, все, над чем мы работали, может рухнуть». Злой. Тем временем социальные сети не стали ждать. Международные аккаунты ARMY подхватили эту историю. Решетка Таингаунка Акдубай Ревелспарк Сорл Диди Паниц. Загадочная драма в аэропорту потрясла фанатов. Решетка Тайка Акчаос. В опасности ли они? Никто и половины не знал. Тэхён и Чингук не просто уклонялись от фанатов или папарацци. Они избегали человека, обладающего информацией, опасного человека, чьи мотивы до сих пор оставались загадкой. Когда частный самолет готовился к посадке, Тэхён наконец позволил себе краткий взгляд на Чингука. «Мы еще не выбрались из этого», — тихо сказал он. «Что бы ни случилось в Дубае, мы встретим это вместе». Чингук кивнул, в его глазах смешивались решимость и страх. «Вместе», — повторил он. И где-то в тени терминала фигура в черном ухмыльнулась, телефон все еще в руке, готовая сделать следующий шаг.
Посмотрим, как далеко они зайдут, прежде чем будет слишком поздно. С наступлением ночи небосклон Дубая сверкал, словно миллион бриллиантов. Но внутри частного терминала напряжение было сильнее, чем жара пустыни. Тэхён и Чингук двигались быстро, их шаги эхом отдавались в воздухе, но каждая тень казалась живой. Каждый взгляд — потенциальной угрозой. «Ты чувствуешь это?» — прошептал Чингук, осматривая VIP-коридор. «Кто-то точно следит за нами». Тэхён не ответил сразу, его взгляд был прикован к выходу на трап. «Я знаю, но мы не можем показывать страх. Не сейчас. Если они увидят, что мы колеблемся». Его голос затих. Тем временем за пределами аэропорта Дубая уже царил хаос. Видео из Инчхона стали вирусными по всему миру. Фанаты по всему миру обновляли ленты, пытаясь увидеть хоть какой-то новый фрагмент с Тэхёном и Чингуком. Решетка дубайская драма, решетка Тэкук вместе. Почему они прячутся? Что-то не так. Дверь частного самолета открылась, и Тэхён повел Чингука вверх по трапу, напряженно оглядываясь. Но как только они собирались войти, его взгляд привлекло едва заметное движение в толпе. Фигура в черном, та же самая, что и в Инчхоне, снимала происходящее у входа в терминал. Телефон был поднят, взгляд острый и расчетливый. Чингук замер. Они следили за нами всю дорогу. Как это возможно? Челюсть Тэхёна сжалась. Потому что им что-то нужно, и это не просто фотографии или видео. Им нужен контроль. Они хотят манипулировать всем, что касается нас, и они используют этот хаос для достижения своей цели. Внутри салона они, наконец, позволили себе перевести дыхание. Дверь закрылась. Завелся гул двигателей, и на долю секунды их охватило облегчение. Но тишина была мимолетной. На скрытом устройстве Тэхёна зазвенело уведомление. Он взглянул на него и замер. Его глаза расширились. Чингук сразу это заметил. «Что случилось?» «Это они», — сказал Тэхён тихим, но взволнованным голосом. Они начали посылать сообщения. Угрозы не нам напрямую, а всему миру. Арми. Если это распространится, никто не будет в безопасности, и наши жизни окажутся под угрозой. Чингук сжал руки Тэхёна. Тогда что же нам делать? Медленно выдохнул Тэхён, его взгляд был стальным. Мы будем бороться с умом. Мы будем держаться вместе. По словам одного инсайдера, первоначальный периметр безопасности был нарушен гораздо раньше, чем ожидалось. Фанаты пребывали не небольшими волнами, а концентрированными группами, что говорит о координации, а не о совпадении. Одна только эта деталь вызвала волну предположений среди фанатов. Кто знал? И насколько заранее? Почти полное отсутствие Тэхёна в общественном терминале теперь приобретает новый смысл. Если бы безопасность уже была нарушена, перенаправление его было бы самым безопасным вариантом. Тот факт, что этот вариант был рассмотрен, а затем отменен, поднимает неудобные вопросы о приоритетах и оценке рисков. Почему решение было отменено? Было ли это давление со стороны расписаний, имиджа, ожиданий, которые нельзя было изменить без последствий? Реакция Чингука, кажется, соответствует этой неопределенности. На нескольких кадрах его взгляд скользит не по фанатам, а по выходам, движениям персонала и меняющимся ограждениям. Это поведение человека, оценивающего угрозы, а не наслаждающегося вниманием. Фанаты отметили особенно поразительный момент, когда Чингук незаметно подает знак рукой. Жест настолько незначительный, что его легко можно пропустить. Но Арми заметили. Они всегда замечают. Этот жест, кажется, координирует движение. Молчаливое согласие продолжать, несмотря на нестабильность. Что происходит, когда инстинкт преобладает над планированием? Этот вопрос затрагивает суть того, почему Арми так потрясены. BTS всегда олицетворяли собой подготовку, профессионализм и доверие к системам, построенным вокруг них.
Португалия бросила вызов этому не через скандал, а через уязвимость. После этого молчание только усилило беспокойство. Никаких беззаботных сообщений, никаких поверхностных заверений, просто тишина. Тишина, которую знают фанаты, может быть формой обработки информации, защиты или истощения. И затем недоверие Чингука. Многие фанаты описывали его выражение лица как ошеломленное, словно события разворачивались слишком быстро, чтобы их полностью осмыслить. Один из вирусных комментариев гласит: он выглядел так, будто в режиме реального времени осознал, что план проваливается. Это восприятие глубоко запало в душу фанатам. Теперь армии пересматривают каждый прошлый инцидент, когда что-то казалось немного не так. Не для драматизации, а для понимания. Потому что понимание кажется единственной защитой от повторения ошибок. Португалия стала примером. Моментом, когда ожидания столкнулись с реальностью. Когда мировая слава столкнулась с местными ограничениями. Когда два артиста, которых так часто считали неприкасаемыми, внезапно проявили себя как люди. Почему это важно? Потому что такие моменты не исчезают. Они остаются. Они влияют на будущие решения. Они оставляют эмоциональный след. Некоторые фанаты опасаются, что этот инцидент сделает публичные выступления более ограниченными. Другие беспокоятся, что это добавит еще один слой стресса артистам, которые и так испытывают огромное давление. Оба страха исходят из одного источника. Именно забота и внимание заставляют армии не позволить этой истории затихнуть. Что на самом деле произошло в Португалии, возможно, никогда не будет полностью раскрыто. Но то, что было пережито, неоспоримо. Напряжение, страх, инстинкт самосохранения – вот что охватило Тэхёна и Чингука, когда они вышли из терминала и скрылись из виду. Вопросы преследовали их. Вопросы, которые теперь касаются не только фанатов, но и всех, кто отвечает за их безопасность. Можно ли было этого избежать? Было ли это предупреждением? И если не будут извлечены уроки, будет ли следующий инцидент в аэропорту еще опаснее? Это не обвинение. Это тревога. Потому что, когда Чингук выглядит так, будто больше не верит в происходящее вокруг него, и когда Тэхён почти исчезает из поля зрения публики, даже не сделав ни шуга. Внутри уже что-то фундаментальное пошло не так. Португалия была не просто остановкой на пути. Это был сигнал, и фанаты подслушивают. По мере распространения истории появился еще один слой. Более тихий, но не менее тревожный. Фанаты начали замечать, как быстро менялась ситуация в интернете. Видеоролики обрезались. Ракурсы выкраивались. Некоторые моменты широко распространялись, в то время как другие, казалось, исчезали почти сразу после появления. Эта избирательная видимость только усиливала подозрения. Почему некоторые ракурсы было сложнее найти? Почему некоторые видео исчезали в течение нескольких часов? Фанаты, давно привыкшие читать между строк, истолковали это не как совпадение, а как попытку контроля. Когда хаос происходит в реальном времени, последствия часто превращаются в борьбу за восприятие. То, что видит публика, имеет значение. То, чего она не видит, имеет еще большее значение. Один конкретный момент стал центральным в обсуждении. В неотредактированном видеоролике, которым ненадолго поделился очевидец, Тэхён резко замедляет шаг непосредственно перед входом в терминал. На долю секунды кажется, что он может полностью остановиться. Чингук сразу это замечает. Его рука поднимается, не касаясь, но зависая близко, направляя, не привлекая внимания. Эта доля секунды была воспроизведена 1000 раз. Сообщение, которое никогда не должно было быть услышано. Спустя несколько часов начали просачиваться фрагменты информации. Не официальные заявления, а эмоциональные реакции людей, близких к Тэхёну. Одна фраза повторялась снова и снова. Он не хотел, чтобы ARMY услышали это из слухов. Это меняет все. Поэтому Тэхён знал, что что-то всплывет.
Он знал, что будут спекуляции, и выбрал выражение вместо объяснения. Почему? Потому что некоторые истины причиняют меньше боли, когда их чувствуешь, а не когда объясняешь. Интернет рушится не от слухов, а от реальности. На этот раз интернет не взорвался от диких теорий. Он рухнул под осознанием. Фанаты перестали спрашивать: «Это фейк?» Они начали спрашивать, как долго он это носит. Количество фанатских видеомонтажей уменьшилось. Комментарии превратились в письма. Хэштеги сменились с празднования на защиту. ARMY больше не требовали ответов. Они умоляли его быть в порядке. К всемирному признанию Тэхёна. Горько-сладкая ирония заключалась в том, что новости о его эмоциональном состоянии распространились. Международное признание пришло потоком. Модные дома хвалили его. Мировые деятели признавали его влияние. Дубайская элита приветствовала его с уважением, свойственным легендам. Тэхён стоял на вершине успеха. И все же его плечи выглядели тяжелее, чем когда-либо. Что это говорит о том, что значит победа? Почему этот момент отличается от всего, с чем BTS сталкивались раньше? Они сталкивались с давлением, слухами, перерывами и неопределенностью. Но этот момент отличается, потому что на этот раз никто не притворяется. Тэхён не улыбается сквозь это. Чингук не скрывает этого. Пак Саджун не маскирует это, и ARMY не игнорирует это. Вопрос, который никто не осмеливается задать. Но все чувствуют, что это предупреждение перед туром. Готовит ли Тэхён мир эмоционально? Или это нечто еще более масштабное? Что-то, что изменит наше представление о будущем BTS? Зачем показывать свою уязвимость сейчас, когда молчание было бы безопаснее? Если только молчание больше не было вариантом. Последний жест Тэхёна той ночью перед тем, как исчезнуть из поля зрения публики в Дубае. Тэхён сделал последний жест, который заметили лишь немногие. Он посмотрел прямо в камеру, не улыбаясь, не махая рукой, и кивнул. Слегка кивнул. Медленно. Арми. Это было похоже на признание. «Я знаю, вы меня видите». Признание, которое сломило Чингука, и Пак Саджун назвали его правдой. К тому времени, как в Дубае наступила ночь, мир думал, что хаос закончился. Но это было не так. Именно тогда началась настоящая история. Потому что Чингука сломила не толпа, не камеры и не хаос в аэропорту. Это было признание. В тот момент, когда Чингук не смог убежать от Тэхёна в уединенном месте, подальше от камер, он наконец прочитал то, что оставил ему Тэхён. Те, кто был близок к ситуации, описывали этот момент с пугающей точностью. Он замолчал. Потом сел. Потом заплакал, как будто не мог сдержаться. Это был не тихий плач. Это была невежливая грусть. Это был тот самый срыв, который случается, когда человек слышит правду, которой боялся, но которую уже чувствовал в сердце. Какое послание начали задавать эти ARMY, задавая вопрос, который никто не хотел произносить вслух? Тэхён извинялся или готовил его? Пак Саджун. Это правда. Когда Пак Саджун наконец снова заговорил, это было не с репортерами. Это было с тем, кому он доверял, и одна фраза просочилась наружу. Это правда. Готовы люди или нет, эта единственная строчка вызвала шок в фандоме. Правда о чем? Правда о Тэхёне. О BTS, о том, что слишком долго и тщательно скрывалось. Пак Саджун ничего не отрицал после этого. Он не исправлял интерпретации. Он позволил тишине говорить за себя. Почему это похоже на прощание, но не подтверждается, когда ARMY начали замечать закономерности? Время, выражение лиц, слова, все. Это было похоже на прощание. Но официально ничего не было. И именно эта неопределенность причиняет наибольшую боль. Если это было прощание, почему не было никакого объявления?
Если это было временно, почему так тяжело? Если это было пустяком, почему столько боли? Тэхён не стал объяснять, потому что объяснения ограничили бы правду. Поэтому он позволил людям почувствовать это самим. Послание, адресованное ARMY, и причина, по которой оно сломило их поздно вечером. Всплыла последняя строчка от Тэхёна. Не драматичная, не длинная, просто опустошающая. Я все еще здесь, даже если это выглядит по-другому. ARMY сломлены. Потому что эта фраза одновременно несет в себе страх и уверенность. Все еще здесь, но по-другому как, другая роль, другое присутствие, другой путь или другая цена. Почему BTS сделали это перед мировым турне? Инсайдеры индустрии начали шептаться о той же неприятной теории. Это не было случайностью. Это было сделано намеренно. Если что-то должно было измениться эмоционально, профессионально или лично, Тэхён не хотел, чтобы ARMY были застигнуты врасплох посреди тура. Он хотел, чтобы они были готовы. Готовы к чему? Этот вопрос сейчас эхом разносится по всему фандому. Молчаливая поддержка Чингука. Громче слов. Чингук ничего не отрицал. Вместо этого он оставался рядом физически, эмоционально, визуально. Уже одно это говорило само за себя. Если бы ничего не случилось, Чингук просто посмеялся бы над этим. Но он не посмеялся, он стоял рядом с Тэхёном, словно защищая что-то хрупкое, и ARMY это заметили. Почему интернет рухнул на этот раз из-за слухов, а не из-за скандалов, а потому что миллионы людей одновременно осознали одну вещь. Тэхён нес на себе больше, чем кто-либо знал, и чем знали Чингук, и чем знал Пак Саджун. И теперь ARMY знают, как задать самый опасный вопрос из всех. Что происходит, когда мир любит тебя, но не видит той тяжести, которую ты несешь? Что происходит, когда успех приходит одновременно с эмоциональным истощением? Что происходит, когда молчание становится невыносимым? Вот почему этот момент кажется историческим, а не драматичным. Историческим. Неразрешенный вопрос, который определит все. Это начало новой главы или тихий конец старой? Тэхён идет вперед или отступает? И если все изменится, будет ли к этому готова армия фанатов? Схема, которой боятся фанаты, и почему это не просто эмоциональный момент. Сейчас ясно одно, это не единичный случай, это не плохой день, это не усталость после полета, это закономерность, и как только фанаты ее увидели, они уже не могли ее игнорировать. Время кажется слишком точным, чтобы задаваться вопросом, почему сейчас, прямо перед мировым турне, почему в Дубае, в момент пика глобальной известности, почему молчание, когда было бы легко получить поддержку? В тележурналистике время говорит правду раньше слов. И здесь время неудобное, потому что подобные моменты обычно не предшествуют празднованиям. Они предшествуют переменам. Что инсайдеры боятся сказать вслух за закрытыми дверями. Одна и та же фраза постоянно всплывает. Он не хотел, чтобы это стало шоком позже. Одна эта фраза переосмысливает все. Если бы ничего не менялось, не было бы необходимости готовить эмоции. Если бы это было временно, была бы ясность. Если бы это было незначительно, было бы утешение. Вместо этого есть значимость и сдержанность. Почему реакция Пак Саджуна важнее любого заявления? Пак Саджун – не фанат, реагирующий эмоционально. Он не посторонний, строящий догадки. Он – человек, находящийся внутри настоящего мира Тэхёна.